Спасибо. Но какой-то привкус странный. Стейси Кастер родилась 24 июля в далеком 1967 году. Стейси встретил своего первого мужа Майкла Уоллиса в 1985 году. Когда ей было 17 лет, пара поженилась. И в 1988 году у них родилась первая дочь Эшли. Вторая дочь Бри родилась в 1991 году. У них была абсолютно обычная семья. Стейси работала диспетчером на скорой помощи, а Майкл Уоллис работал по ночам автомехаником. В семье денег было мало, поэтому между супругами неоднократно возникали ссоры. По мнению Стейси, Майкл должен был начать зарабатывать больше. Майкл даже не собирался менять ситуацию, к сожалению. Отношения в паре постепенно становились все хуже. Поговаривали, что в какой-то период Майкл и Стейси даже жили по отдельности и чуть ли не в открытую друг другу изменяли. Позже, а именно в менее далеком 1999 году, Майкл начал периодически болеть. Члены семьи по-разному вспоминают, что он вел себя неустойчиво, кашлял и казался опухшим. А уже на Рождество он чувствовал себя еще хуже. Его уговаривали пойти в больницу и, наконец, покончить с этой болезнью или простудой. Но Майкл говорил, что ему нужно просто отлежаться в кровати, и все будет хорошо. И вот, наступает 2000 год, и в начале января Майкл умирает. Вся семья в шоке. В больнице сказали, что он, вероятно, погиб из-за сердечного приступа. Но, чтобы узнать точно, врачи предложили сделать вскрытие. Но Стейси сказала, что им верит и ничего не надо делать. И ведь это ничего не изменит. Служба 911 слушает. Меня зовут Стейси Кастер. Мой муж не появился на работе этим утром. Я не знаю, что с ним. Я слегка волнуюсь, потому что я не говорила с ним с 5 часов. С воскресенья, после того, как он закрылся от меня в спальне. Он когда-то говорил, что сделает что-то с собой. Ночью, в пятницу, когда мы ругались, он сказал мне убираться. Забирать моих детей и убираться. Я могла уйти, но он, спустя 5 минут, сказал, что если я уйду, то он заставит меня пожалеть об этом. Якобы он заставит меня пожалеть, если я уйду.
В 2003 году Стейси снова поженилась. Его звали Дэвид Кастер. Она взяла его фамилию, и они жили счастливо. Кстати, у Дэвида еще был сын с прошлого брака. И еще у них обоих это был второй брак. В августе 2005 года был совершен тот самый звонок в 911. И Стейси сообщила, что ее муж закрылся в комнате и не выходит больше суток. Когда приехала полиция, они взломали дверь и зашли в комнату к Дэвиду. К сожалению, Дэвида Кастера не стало. И он просто лежал на кровати в своей же рвоте. А рядом с кроватью нашли бутылку с абрикосовым бренди, тарелку и 2 стакана. Один был наполнен остатками абрикосового бренди, а другой с неизвестной жидкостью ярко-зеленого цвета. И еще рядом с кроватью лежала пустая пластиковая канистра из-под антифриза. Позже, когда полицейского спросили, как на это отреагировала жена Дэвида, он ответил. Она все время в истерике повторяла одну фразу. Господи, он умер. Смерть Дэвида была еще одним большим ударом для семьи. Они не могли поверить в то, что произошло. Кастер и ее дети начали думать, что могло сподвигнуть это сделать Дэвида. Позже они вспомнили, что незадолго до этого погиб его отец, с которым они были в очень хороших отношениях. Проходит время, и когда детективы взялись за это дело, они начали думать. Казалось бы, в этом деле все просто. На фоне душевных переживаний из-за смерти отца, усугубленных длительным приемом алкоголя, Дэвид покончил с собой, напившись ядовитой жидкостью. Вроде логично, да. Отчасти эту версию подтвердила и Стейси, вспомнив, что не так давно они вместе смотрели по телевизору передачу про Лили Тернер, отравившую 2 мужчин антифризом. Видимо, тогда у Дэвида и возникла такая мысль. Однако, почти сразу детективов начали смущать некоторые вещи. Почему они начали подозревать Стейси? Потому что Дэвид увлекался охотой. И он почему-то выбрал такой мучительный и болезненный способ уйти из жизни, если мог воспользоваться своим ружьем, которое находилось в той же спальне под кроватью. Дальше стакан с антифризом. Что с ним было не так? Давайте это и узнаем. На нем были обнаружены отпечатки не Дэвида, а его жены. На канистре не было вообще никаких отпечатков. Как же тогда Дэвид наливал антифриз? Кроме того, на канистре из-под антифриза почему-то не было следов рвоты, а вокруг и под ней были. Это говорило о том, что канистру около кровати положили позже. Еще в мусорном ведре на кухне сыщики нашли дозатор для жидкостей, на котором эксперты обнаружили остатки того же этиленгликоля и ДНК Дэвида. Небольшое пояснение, что такое этиленгликоль. Это, грубо говоря, спирт, который входит в состав антифриза. Так вот, это ставило под сомнение выводы о добровольном уходе Кастера из жизни. Кто-то с помощью этого дозатора вливал в Дэвида отраву. Более того, эксперты установили, что антифриз Дэвид употреблял на протяжении нескольких суток, а вот количество алкоголя в его крови было не таким уж и большим. Странно все это. К слову, после смерти Дэвида Стейси получила страховку в размере $200 000. Кроме того, по завещанию, странным образом, написанному всего за месяц до гибели, Дэвид все оставил своей жене Стейси Кастер и абсолютно ничего своему сыну от первого брака, Дэвиду Кастеру-младшему.
Это обстоятельство очень удивило Кастера-младшего, так как у него с отцом были отличные отношения. И он знал, что ранее в завещании был включен. Это как так? Детективы начали еще сильнее подозревать Стейси Кастер, но этого было мало, и они продолжили искать. Дело поручили детективу Доминику Спинелли, сотруднику департамента шерифа Ононгади. Следствие двигалось маленькими шажочками. Разговор со Стейси ни к чему не привел. А прямых улик против женщины не было вообще. Через некоторое время в доме Кастер установили прослушивающее устройство, а около дома и на кладбище, рядом с могилами обоих мужей, камеры видеонаблюдения. Полицейские хотели проверить, как часто бедная вдова будет навещать своих мужей. А будет ли она вообще это делать? За 2 года женщина ни разу не пришла их навестить. И тут все начали понимать, что на самом деле здесь происходит. Поэтому, чтобы доказать или опровергнуть подозрения против Стейси, было решено эксгумировать тело Майкла Уоллеса. То есть достать его тело из гроба, что и было сделано 5 сентября 2007 года. Чтобы вы понимали, при большом попадании этилогликоля в организм образуются характерные кристаллы, которые в свою очередь сохраняются в теле многие годы. И да, в теле Майкла Уоллеса были обнаружены те самые кристаллы. Спасибо, что пришли. Это интервью будет моим личным блогом, и я хочу, чтобы вы о себе что-нибудь рассказали. Добрый день, я муж Стейси. Я работаю автомехаником, и у меня есть подозрение, что меня отравили. Но я не знаю, кто. Я устал от этой жизни. Мне правда нужен отдых. Мне говорили пойти к врачу, но я не хочу. Для меня эта жизнь перестала, понимаете, иметь смысл. Я неудачник. Я не чувствую себя счастливым. Я просто доживаю свои последние дни. Напомните, какой сегодня день? Сейчас 5 января, да? Начало января. Может, вам лучше сходить к врачу? Я думаю, что мне кто-то отравил из семьи. Не, к врачу не хочу пойти. Я думаю, что меня кто-то отравил из семьи. Я думаю, это Эшли. Мы с ней не ладим. Она постоянно мне приносит попить. И я немножко подозреваю что она что-то туда подмешивает. Сюда, да. Что она что-то туда подмешивает. Хотя мы с женой тоже не ладим. В последнее время мы открыто изменяем друг другу. Она это знает, я это знаю. Но Эшли ведет себя слишком подозрительно. Это все. Спасибо, что пришли, можем заканчивать. Да, спасибо. Снимать? Хорошо. Снимаю. Давайте повторю еще раз. Почему появились кристаллы? Потому что в организм попало большое количество этиленгликоля, а он входит в состав чего? Правильно, в состав антифриза. Получается, что и первый, и второй муж, Стейси Кастер, были убиты с помощью антифриза. Детектив Спинелли вызвал Стейси и еще раз подробно расспросил ее по поводу смерти Дэвида Кастера. И тут женщина сделала странную оговорку. Секунду. Да, конечно. Стейси, вы ответьте на один вопрос.
Пока что. Слушайте. Вы помните, в какой стакан вы налили клюквенный сок? Но когда я наливала антифриз... Я имела в виду клюквенный сок? Я... После этого Кастер категорически отказалась от дальнейшего разговора. Что можно сказать после этого? 14 сентября 2007 года Стейси Кастер позвонила в 911 и обезумевшим голосом от волнения почти прокричала в трубку, что ее дочь Эшли напилась таблеток и водки. На вопрос оператора, дышит ли девушка, последовал ответ, что она издает какие-то странные звуки и что ее тошнит. Потом Стейси добавила, что дочь оставила письмо. Предсмертное письмо было достаточно большим. В нем Эшли написала, о чем думает. Вот что она написала про своего отца. «Мама, я не могла больше позволить отцу так обращаться с тобой. Он любил только Бри, я помню это. В тот день, когда ему стало совсем плохо, я специально не позвала никого на помощь. Я понимала, что скоро все кончится и мы снова будем счастливы, как раньше. Про Дэвида она написала: Я понимала, что Дэвид был для тебя дорог, ты любила и поэтому долго терпела его издевательства над собой. Но я также понимала, что если его не станет, скучать никто не будет. Я поклялась, что больше он тебя не обидит. Я подмешала ему в содовый антифриз. Он выпил 2 полных стакана. А когда заперся и уснул, я открыла дверь вашей спальни своим запасным ключом и подкинула к кровати пустую канистру. про подозрение насчет Стейси она написала: Это нечестно, что полицейские подозревают тебя, ты ни в чем не виновата. Это все сделала я. Я не допущу, чтобы они обвиняли тебя. И тут все реально были в шоке. Оказывается, это все построила Эшли. Но как она это смогла, ей было ведь всего 12 лет на тот момент. Все реально не могли поверить в это. Видимо, ее так сильно терзала несправедливость, что она написала всю правду в письме и решила уйти из жизни, но она выжила. Пришла в себя в больнице, ее начали расспрашивать по поводу убийств. Почему она это все сделала? Почему она решила оставить предсмертное письмо? Но вдруг наступила тишина. И Эшли ответила: какие убийства? Какие записки? Вы о чем? Еще ее спросили, что она последнее помнит. Я помню, как мне мама дала коктейль, который она сделала, и я легла спать. В этот же день Стейси Кастер была арестована. Компьютер Стейси был отправлен на экспертизу. Выяснилось, что признание Эшли в программе Word было напечатано именно на нем. Обе сестры в один голос сказали, что этой программой пользовалась только их мать. Кроме того, на письме остались временные метки сохранения его в качестве черновика. И все эти метки, согласно выводам экспертов, были сделаны тогда, когда Эшли находилась в колледже. Это доказательство стало основным во время судебного процесса. А как выглядело само заседание, давайте сейчас это и узнаем. В четверг, 13 сентября, Эшли пришла домой и захотела вздремнуть? Да. И это не было необычно для нее, так? Нет. И в какое время она ушла спать? Я полагаю, что между 1:30 и 2 часами. И в следующий раз вы видели свою дочь, когда ее забирала скорая помощь в пятницу утром? Да. Спустя 17 часов? Да. И это нормально, так, миссис Кастер? Возражаю. Отклоняю возражение. Он кричит на свидетеля. Отклоняю возражение. Для Эшли Это нормально? пробыть 17 часов в своей спальне, конечно. Конечно. Конечно, это нормально. И у нее шли слюни изо рта, не так ли?
Это действительно нормально, миссис Кастер. Возражаю. Отклоняю возражение. Так ведь? Я не Вы знаю. видели, что у нее выходит жидкость изо рта? Разве нет? Это была фигура речи. О, это была просто фигура речи. Мой бог, вы потеряли 2 мужей из-за отравления. Ваша дочь только что узнала, что ее отца выкопали из могилы. И вы говорите по телефону ее парню, что с ней все в порядке. У нее просто идут слюни. Боже мой, это и есть ваше признание. Вы же слышите, Это что не он то, кричит? что я сказала. Вы говорили, что у нее идут слюни изо рта? Я говорил... Вы говорили, что у нее идут слюни изо рта? Да. И теперь вы вынуждены это признать, потому что у нас есть запись разговора, не так ли? Да или нет? Это была часть фразы. Да или нет? Да. Просто часть фразы? Может, еще скажите, что это была просто шутка? Суд продолжался 4 недели. СМИ окрестили Кастер черной вдовой. До этого такое прозвище было как раз еще у той самой же упомянутой ею Лили Тернер. Получается, Стейси Кастер успешно прошла собеседование в тюрьму. Так, давайте подведем выводы. Ни Бри, ни Эшли после суда никогда больше не говорили с матерью. С одной стороны, понимаете, им было тяжело потерять близкого человека, а с другой, они были уверены, что она виновата и ждали от нее извинений. Этого так и не произошло. Это первое. Второе. Возможно, Стейси Кастер также была виновата в смерти собственного отца Джерри Дэниелса. Он умер 22 февраля 2002 года в больнице, куда попал с небольшим недомоганием. Доказать или опровергнуть эти слухи нельзя. Джерри был кремирован. Это второе. Теперь третье. На состояние Дэвида Кастера-старшего был наложен арест по иску Дэвида Кастера-младшего к Стейси Кастер за подделку завещания. Иск был удовлетворен, и в 2011 году судья вынес решение суда о взыскании с Кастер в пользу Дэвида. Более 127 тысяч долларов компенсации и 250 тысяч долларов штрафа. В 2016 году останки Дэвида Кастера-старшего были перезахоронены в другом месте его же сыном. И последнее. Утром 11 июня 2016 года Кастер была найдена мертвой в своей же камере. Не сразу стало ясно, как именно она умерла, и причина ее смерти стала указана как неопределенная. Позже окружной прокурор установил, что она умерла от сердечного приступа, не от антифриза, без каких-либо доказательств самоубийства или умышленного убийства. Это так. Вот на этом история женщины-антифриз-киллера, как ее позже прозвали, закончилась. Буду рад, если подпишитесь на канал, поставьте лайк и обязательно напишите комментарий для продвижения. Для меня это важно. Всем заранее спасибо. В описании я оставлю все ссылки на все источники, где я брал информацию. Еще раз всем спасибо. Буду рад, если даже донат отправите какой-то, будет прикольно. Еще раз всем спасибо и всем пока.